Всем привет! Меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим о древнем городе Гиппос, или по-арамейски Сусита. Четырехугольный холм с плоской вершиной, на котором располагалась Сусита, находится к юго-востоку от озера Кинерет. Обособленная гора с плато на вершине по своему виду напоминает Массаду, что находится в районе Мертвого моря. Вершина холма возвышается на 350 метров над уровнем Кинерета. Сусита занимала всю вершину, протянувшись примерно на 650 метров с запада на восток и на 170 метров с севера на юг. Сусита по-арамейски значит «лошадь». Вероятно, форма горы, издали напоминающая лошадиную голову, стала причиной такого названия. Полное название города по-гречески Антиохия Гиппос. Сусита была основана во II веке до нашей эры, во время правления династии Селевкидов. Город представлял собой эллинистический полис и имел влияние на близлежащие поселения на востоке от Кинерета и на Голландских высотах. Впоследствии город был завоеван иудейским царем Александром Янаем. В 63 году до нашей эры с приходом римлян начинается новый период в истории Суситы. Город входит в состав Декаполиса, 10 полисов, разделяющих греко-римскую культуру того времени и имеющих определенную степень автономии и самоуправления. В этот период город процветает. Он строится по всем стандартам римского градостроительства, а его правители чеканят монеты, на одной стороне которых изображен император, а на другой лошадь, символ Суситы. Главной улицей города является Декаманус Максимус, протянувшийся с востока на запад и украшенный многочисленными колоннами. В центре Суситы находится форум, городской рынок, а к северу от него большая базилика, прямоугольное крытое здание размерами 55 метров на 30 и высотой современный пятиэтажный дом, служившая крытой заменой форуму. По предположению археологов, здесь располагались торговые лавки, точки обмена монет, и здесь же восседал главный судья города. Построенная в первом веке нашей эры базилика была разрушена землетрясением 363 года. Во время археологических раскопок тут были найдены несколько скелетов, жертв обрушения здания. И среди них скелет молодой женщины, рядом с черепом которой был обнаружен золотой с полудрагоценными камнями кулон в форме голубя. К востоку от базилики находился Одеон, своеобразный мини-театр, служивший местом для проведения певческих и музыкальных состязаний. Южнее форума археологи обнаружили римский бастион, защитное сооружение, датируемое иудейским восстанием 1 века нашей эры. В бастионе находились баллисты и катапульты, а также снаряды для них. Отсюда защитники города могли обстреливать подступавшего к Сусите неприятеля. Наверху одной из стен остались следы сапог солдат римского легиона, отпечатавшиеся в цементе во время постройки бастиона. Местоположение города вкупе с окружавшими его стенами делали Суситу неприступной для любого противника. Но тот факт, что город находился на горе, делало проблематичным доставку воды в него. Для решения этой проблемы был проложен акведук длиной 24 километра, доставлявший воду в Суситу посредством водопроводной трубы, сделанной из местного базальта. С IV века Сусита подверглась христианизации вместе со всей Римской империей и стала центром епархии. Римские храмы, а также часть общественных зданий уступили свое место церквям. В городе было как минимум 7 церквей, включая кафедральный собор. Близкое расположение Суситы к Галилейскому морю, району, где Иисус читал свои проповеди и совершал чудеса, безусловно повлияло на становление города региональным христианским центром. В конце присутствия Византийской империи в Леванте, а тем более с приходом мусульман и вытеснения византийцев, город постепенно начинает угасать. Этому также способствует становление соседней Твери окружным центром. И хотя церкви Суситы продолжали функционировать и в раннемусульманский период, город постепенно опустевал и неуклонно близился к своему закату. Окончательно город прекратил свое существование после землетрясения 749 года. Следы этой катастрофы отчетливо видны и сегодня. Например, можно увидеть, что большинство колонн кафедрального собора до сих пор лежат под одним углом, так же, как и мгновение спустя после разрушения церкви.
Большинство строений города были разрушены землетрясением, и люди покинули Суситу навсегда. Сегодня в Сусите продолжаются археологические раскопки. Сам холм и его окрестности объявлены национальным парком. Параллельно с этим ведутся работы по облагораживанию места и повышению доступности для туристов. В будущем здесь будет открыт информационно-туристический центр. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. В описании видео я оставил свои контакты. Всем пока!